Друзья, всем привет! Всем привет! Всем привет! Прибыли мы на нашу земляночку. День у нас сегодня короткий, и чтобы его не потратить, мы пришли заготовить для строительства немного бревен. Сегодня заготавливаем, а завтра будем уже рубить. Всем приятного просмотра! Погнали! Отличную землянку Егор почти достроил. Сейчас мы поможем. Дело пойдет быстрее. Дело пойдет быстрее. Вот прям большая, жирная. Давай. Немного бревен на сегодня мы заготовили, и сейчас их перетаскиваем. В принципе, на сегодня я считаю количество заготовленных бревен очень достаточно. Хороший показатель на сегодня мы сделали. И завтра еще будем по мере подтаскивать. Но уже на 2 венца, на 3 хватает. За полчаса мы принесли такой объем. Это бы, друзья, я бы, наверное, 2 выхода бы точно таскал. А мы тут за полчаса с вами. И Мишаня говорит, еще там 5 штук. Поэтому пища уже на завтра есть. Завтра еще будем таскать или пока будем это работать? Посмотрим, я думаю, надо это выработать все. Поставим, установим, потом еще пойдем. Ну, если нужно будет. Но по-любому нужно будет. Ну, сколько ты в среднем вот один венец делаешь, кладешь? За один выход 2 венца. 2 ряда. Ну, то есть где-то часов 3-4 один венец. 1,5 часа будем один венец класть завтра. Ну, если вот в 2 пилы работать, то получается один венец будет за 1,5 часа поставлен. Заготовили мы 19 бревен. И это, друзья, знаете, это тот самый объем для 5 венцов. Вот. Я думал, ну, у нас сегодня-завтра точно уйдет на это время, а мы, блин, за сегодня это все сделали. Поэтому завтра будем это вырабатывать и по мере будем еще подтаскивать. В лесу быстро стемнело, мы сходили, посмотрели фотоловушку. Кадры просто я поставлю, посмотрите. Вот. Все, мы пойдем. Придем уже завтра сюда. Добрались мы до избушки. Сейчас будем располагаться, будем готовить кушать. Завел я бензогенератор. Вот у нас теперь светло. Кто не смотрел предыдущий ролик, обязательно посмотрите, как мы эту станцию туда утащили. И у нас сейчас тишина.
Ну и будем еще баню топить. Вечерком сходим в баню, погреемся. Сегодня у нас дождик, прохладно, сыро, охота погреться. Так что баня это точно будет. Мужиками решили на сегодня и на завтра приготовить жареную картошку с мясом, со свининой. Тут у нас лучок, свининка, шпик. Ну, в общем, будем сейчас обжаривать. Ух, запах, друзья, это просто вкуснотища. Да, после рабочего дня, когда тем более устаешь так Да, сильно. да. Когда хорошо поработаешь, Да, прям да. вообще вот Еда залетает. залетает. Банька уже готова, начинаем собираться. Сейчас я здесь вымету пол и конкретно пойдем в баню. Мы прибыли, время где-то 11 часов. Поспали хорошо, в избушке была самая комфортная температура. Все, Саня вон разжигает костерок. Мы расположились. Сейчас будем начинать вырабатывать все эти бревна, которые мы принесли вчера. Ну и будем поднимать вторую половину сруба. Самое что удобное, сруб мы уже будем рубить и получается его класть на место. Его раскатывать не нужно будет, поэтому рубим ряд сразу на мох и приступаем к следующему ряду. Вот как-то так. У нас два бревна лежат, все, продольный паз готов. И сейчас нам нужен мох. Пойдем за мхом.
Пластик-то был. Чё, сбил? Это горбатая. Где губка у меня вот так, Да. Маленько сюда, Егор. На меня. Дальше. Ну так хватит. С перекурами на отдых мы уже начинаем второй венец. Мишаня сейчас вот расчерчивает подпродольный паз. Ну вот так вот получается. Один венец у нас уже позади нас. Вот так вот. Попробуем. Сегодня еще венец доложим, это точно. Если время будет, еще начнем третий венец. Третий. И завтра у нас будет, наверное, полдня. Вот. Попробуем завтра еще что-нибудь придумать. Примерная высота пока такая. Это я стою не на земле, а на пеньке. Ну все, полтора венца готово. С мужиками мы разделились. Я занимаюсь продольным пазом, а мужики занимаются чашами. Вот мой продольный паз. Вот чаши. Сейчас укладываем мох. И у нас второй венец готов, да? Да. Отлично. Ой, да. Нагиля нам нужны для того, чтобы в стене, в которой будет дверь, она у нас не распалась. Потом, когда я пропилю полностью дверной проем, и вот и у нас эти нагиля будут ее держать. Ну и потом еще, чтобы укрепить эту стену, что-нибудь, в общем, я еще придумаю. Какая уже высота землянки. Правда, я нахожусь еще на песке. Ну, тут даже вот так встать. Вот это, так скажем, пол. Ну, то есть, ну, по шею примерно высота будет с полом. Вот так вот. Срубик получается внутри очень-очень красиво. Потом еще весь этот мох, который торчит, немножко подутыкать. И будет вот так вот. Я прям жду не дождусь, когда притащу сюда печку и ее растоплю. И в этой землянке у нас будет первое тепло. Ну, главное, я движусь к этой цели. На сегодня 2,5 венца готово. На пилах цепи все затупились. На моей аккумуляторной пиле аккумуляторы сели. Поэтому
все на этом. И уже у нас начинает темнеть. Нормально, вовремя все у нас получилось. Все уставшие, но довольные результатом, мы идем в избушку. Там мы отдыхаем, восстанавливаем свои силы. И завтра последний у нас будет заход. На полдня примерно. Так что, друзья, все. Вдвигаемся в избушку. Всем привет. К нам в избушку на ночевку приехали Валерий Михайлович и Алексей Анатольевич. Сегодня прямо такой день, день сбора. Мы все вместе, мы сидим, общаемся. Коллектив сегодня прямо высший балл. Немного вам, друзья, покажем нашу обстановку в избушке. Вот мы расправили кровать, вот так вот она у нас. И стол немного пододвинули. Вот заряжается там аккумулятор на электропилу. Кушать мы приготовились, сейчас будем ужинать. Вот, и сегодня будем расстилать 4-ю кровать. Вот она у нас находится. И вот так мы сегодня... Сколько нас? 5, впятером будем спать. В избушке 25. Вот сегодня у нас была самая идеальная комфортная температура. Впервые за все время пребывания здесь. Спали мы прям очень классно. 25 градусов. Вот самое то. Ну, сейчас, наверное, так же будет. Я надеюсь. А Что, то мы... нагрелась печка? Печка? Ну, печка теплая. Но мы всегда тут постоянно, мы вот нет-нет, да перетапливаем. Вот всё, А вчера прям вот золотая Сегодня серединка. тоже будет золотая середина. Я просто топил. Прибыли мы на наше строительство. Вчера мы так посидели, поболтали и пришли к такому выводу, что пора уже начинать делать крышу. Сейчас будем доделывать 3-й венец. 4-й венец у нас уже пойдет под крышу. Вот эти бревна, они у меня будут подлиннее. И потом уже будет постепенно конек приходить. Ну вот, у нас в запасе сегодня сейчас пару часов. Поэтому доделываем, что успеваем, на этом и заканчиваем. Сходили до фотоловушки, все-таки это волк. Так что вот такие у нас гости здесь бывают. Все, можно начинать крышу делать. Принесли мы 2 бревна по 4,5 метров. Здесь у меня будет небольшой вылет. И вылет вот здесь. Примерно пока такой будет. Может быть, маленько и укорочу потом. Это уже по месту. Сейчас нам это надо будет бревно тщательно положить, замерить расстояние, потому что уже пойдет крыша от этого бревна. И надо, чтобы эти 2 бревна стояли параллельно друг другу на равном расстоянии. 61 на держи. Ой, 260. Здесь 261. Нормально.
Вот мы и закончили. Суммарно у нас получилось выложить 3,5 венца. Остановились мы, получается, уже на крыше. Вот сейчас уже пойдет крыша. Крышу я буду также выкладывать из бревен. Ну, то есть вот эта стена и та, которая за мной, она будет тоже из бревен. Получается, вот это бревно следующее, вот на котором я вместе сижу, будет в верхнюю чашу. И следующие будут с пазом и будут на нагилях. Это будет примерно точно так же, как мы тогда поднимали туалет наш. Верхние части у нас были просто на пазу и на нагиля. По центру будет у меня такое же бревно 4,5 метров, завершающее конек. И на него будет приходить доска. С доской пока непонятно. Я склоняюсь больше к доске, которая из-под пилорам. Но прежде чем ее на крышу установить, ее придется прям нормально так и потаскать сюда. Вот. Это будет, на мой взгляд, намного быстрее, чем пилить горбыль из бревен. Ну, то есть бревно пополам. Хотя парни говорят, там, пили из бревен. Не знаю. Пока посмотрим, подумаю и решу. Ну, а так изначально, конечно, я хотел из полубревен. Ну так вот, друзья, такая работа колоссальная. Инструмент подвел. Считаю, если бы действительно инструмент был, цепи на пилах были острые, мы бы и подняли бы уже конек сюда. Скорее всего, да. Вот так вот, друзья, такой результат. Ближимся, ближимся. Главное успеть под крышу до снега. Прям, ну, до такого капитального снега. Для входа нужно будет отпилить вот эти два бревна. Возможно, вот это. Посмотрим. Может быть, выпилится оно наполовину. Будет у меня такой небольшой вход. Придется нагибаться, но ничего страшного. Зато будет меньше теплопотерь. Вот так землянка выглядит внутри. Хорошая, высокая, красивая. Местами мог еще подконопатиться. И все. Я уже жду не дождусь, когда в этой землянке будет первое тепло от буржуечки. Будет она тут стоять, я уже говорил. Вот. И тихонечко зимой уже буду тут располагаться. Пол, кровать, столик, ну и тому подобное. Вот, друзья, вот такой результат. Мужикам большое спасибо вам за помощь, за огромный рывок к концу строительства земляночки. И спасибо, что вообще приехали. Жаль, что редко видимся. Да. На этом месте сегодня все. Мы собираем вещи. Тащить очень много, тащить очень далеко. Поэтому собираемся, тент спускаем и идем в избушку. По очереди. Погодка нынче, так-то можно сказать, нам это помогла. Благоволит. Да. Хоть и пятница, ну, была сырой, но нормально. Все, вещи, все высохло, все. И мы высохли, и попарились, и погрелись, все нормально. С погодой прямо это, прямо везет. Вроде, Солнце вышло даже. вроде работать. Вроде работали, да? Ну, Ну, как бы как таковой особо усталости нету. да, да. Погода то, что надо еще, как бы и не жарко, не холодно, самое комфортное. Настроение отличное. Да. Землянку сделали. Результат есть. Результат хороший. Друзья, у нас небольшой перекус перед выездом. На этом я буду заканчивать. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы досмотрели этот ролик до самого конца. Спасибо, что поддерживаете, пишите комментарии, делитесь этим роликом, да вообще всеми роликами в соцсетях. Вот. Завершаем поход. В общем, Яичницей. да, перекусиком небольшим. Вещи мы собрали, в избушке мы прибрались, так что все чисто. Всем пока, всем хорошего настроения. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока, пока, пока.